Всем привет, с вами Светлана. Если вас интересует отдых в Болгарии, то возникают вопросы, какой курорт выбрать, сколько будет стоить. В этом видео я покажу все курорты Болгарии, заслуживающие вашего внимания, и покажу, как можно сэкономить и избежать возможных проблем. Болгария предлагает почти 400 километров потрясающего побережья Черного моря, которое изобилует прекрасными пляжами и курортами. Многие пляжи достойны звания «Голубой флаг» за чистоту моря. Мы узнаем, какой курорт самый дорогой и какой самый доступный в Болгарии. При поездке в Болгарию вас ждет легкая климатическая адаптация. В Болгарии сравнительно мягкий климат без резких перепадов температур, особенно на Черноморском побережье. Вода в море нагревается до плюс 26 в августе месяце. Курортный сезон длится с июня по середину сентября. Цены на питание не очень сильно отличаются. В Болгарии такой же часовой пояс, похожий менталитет местного населения. Большинство понимают русский язык. Болгария – единственная страна с приятным сочетанием для русскоязычного. Вас понимают, понятные надписи на вывесках и витринах, почти как дома, но это за граница. Болгарский язык – это единственный в Евросоюзе язык на кириллице. Доступ на пляжи в Болгарии бесплатный, но на многих есть платные зоны, где придется взять в аренду лежак и зонт или снять отдельную беседку или шатер. На всех курортах предлагаются платные экскурсии к местным достопримечательностям. Хорошо подходит Болгария и для любителей автотуризма из-за сравнительно небольших расстояний и нормальных дорог. Болгария хорошо подходит и для гастрономического туризма, широко предоставлена национальными блюдами. Классические болгарские блюда, которые нужно обязательно попробовать, чтобы иметь представление о болгарской кухне. Баница – это традиционное болгарское блюдо из слоеного теста. Наиболее распространены начинки из сыра или творога, но возможны варианты выпечки с мясным фаршем, овощами и фруктами. Таратор. Холодный суп таратор – одно из любимых блюд болгар, особенно в летние месяцы. Шопска салата, кисло мляко, мусака, мешана скара. Начнем обзор морских курортов северного побережья Болгарии. Албена. Албена – морской курорт Болгарии, третий по популярности среди туристов. Албена – это курортный комплекс закрытого типа, на въезде которого стоит шлагбаум. Сам курорт Албена был основан в далеком 1966 году. Длина пляжа составляет более 5 километров. Пляж очень широкий, как на побережье океана. Ширина около 150 метров с мелким песком. На наш взгляд, пляж в Албене, если не самый лучший, то как минимум один из лучших пляжей в Болгарии. Пологий вход в воду, что подходит детям. Глубина моря не превышает 1,6 метра на расстоянии до 100-150 метров от берега. Пляж удостоен звания «Голубой флаг» с 1996 года. Есть собственный небольшой аквапарк «Аквамания». На курорте присутствует инфраструктура для занятий спортом, волейболом, теннис, бадминтон и так далее. Из особенностей есть бесплатная пляжная библиотека. На курорте Албена работает внутренний общественный транспорт. Специальные маленькие поезда курсируют по расписанию по своим маршрутам внутри курорта. Также от автопарковок курсируют электрошаттлы, которые бесплатные. Если вы приедете на курорт на своем авто, то 30 минут будет бесплатно, а если больше, то придется заплатить от 2,5 до 5 евро за одни сутки. В Албении практически нет бюджетного жилья, минимальный минимум – это 3 звезды и выше. Цены на жилье стартуют от 42 евро
в сутки за двухместный номер при снятии на неделю в сезон. Такая же ситуация с ценами на питание. Несмотря на это, свободных номеров мало. Хорошие отели разбираются задолго до сезона. Золотые пески. Курорт «Золотые пески» находится южнее Албены и севернее города Варна. В советские времена это был один из самых известных заграничных курортов. Пляж курорта «Золотые пески» растянулся на 4 километра от севера на юг. Желтый. Курорт действительно имеет песок золотистого цвета. Многие считают, что это лучший песок в Европе. Вход в море не пологий, сразу глубоко у берега. Буквально через несколько метров от берега глубина будет по грудь взрослого человека. С маленькими детьми нужно быть осторожным. Пляж окружает густой лесной парк «Золотые пески». Лечебные воды из горячих минеральных источников парка используются в местных курортах. Плюсы курорта в хорошем состоянии инфраструктуры. Большой выбор кафе и ресторанов различного типа. Большой выбор отелей различной звездности. На курорте «Золотые пески» есть небольшой аквапарк. Есть прямо городской автобусный маршрут в Варну по цене билета 1,5 евро. Номера маршрутов автобусов 9 и 409. Рядом достопримечательности часовня святого Иоанна Крестителя, скальный монастырь Аладжа. Пляж «Золотых песков» несколько раз получал престижное международное отличие экологии «Синий флаг». Также и в этом году пляж получил «Синий флаг». Здесь больше диапазон цен на жилье, чем в Албене. Цены на жилье стартуют от 20 евро в сутки за двухместный номер при снятии на неделю в сезон. Также продукты можно закупать в городе Варна, которая находится поблизости. Внимание! При путешествии на авто рекомендуем оставлять автомобиль на платной парковке. Святой Константин и Елена. Курорт святых Константина и Елены – самый старый курорт Болгарии, как курорт начал свое развитие более 100 лет назад. Но, по нашему мнению, в настоящее время он недооценен. Курорт насчитывает 7 горячих минеральных источников. Они находятся на глубинах от 1800 до 2000 метров и температурой воды от 40 до 60 градусов. Здесь находится термальный комплекс и спа-аквахаус с 14 бассейнами. Курорт предлагает большой выбор пляжей на любой вкус. Большинство пляжей имеют пологий вход в море. Один из них – солнечный день, удостоен звания «Голубой флаг» в этом году. Также здесь есть уникальная дайвинг-локация – самолет Ту-154 на дне моря. Цены на жилье стартуют от 22 евро в сутки за двухместный номер при снятии на неделю в сезон. Но выбор бюджетного жилья небольшой, поэтому лучше бронировать заблаговременно. Также продукты можно закупать в Варне, которая находится поблизости. Внимание! При путешествии на авто обязательно оплатите парковку. Это можно сделать при помощи СМС или оставьте свой автомобиль на платной парковке. Варна. Варна хорошо подойдет тем, кто любит отдыхать в городах со своей привычной инфраструктурой. И в этом году проходят различные праздничные мероприятия в честь столетия получения статуса курорта. В некоторых источниках указывается о более 300 солнечных дней в году. Большинство пляжей Варны подходят для семейного отдыха с детьми. В сезон отдыхающих на пляжах достаточно, но даже в самые горячие месяцы всегда найдутся места, и это значит, вам не придется перешагивать через тела в поисках места под солнцем и лежак бок о бок с соседями. Пляжи Варны занимают порядка 8 километров и тянутся вдоль всей береговой линии. Варна отличается более масштабной культурной жизнью, обилием достопримечательностей, много музеев, театров, кинотеатров, есть дельфинарий и большой приморский парк, есть маленький аквапарк. В Варне огромный выбор жилья от дешевых хостелов до роскошных вилл. Цены на жилье стартуют от 13 евро в сутки за двухместный номер при снятии на неделю в сезон. Помимо букинга и подобных платформ, жилье можно искать и на сервисе Airbnb. В Варне цены на продукты будут минимальными, если их покупать в обычных сетевых магазинах. Есть и продуктовые рынки.
Свети Влас. Престижный курорт у подножья южного склона горы Рога Старой Планины, который иногда называют болгарским Сент-Тропе. Само поселение было основано во II веке нашей эры. Среди пляжей новый пляж получил в этом году престижное международное отличие экологии «Синий флаг». Есть тут и яхт-порт Марина ди Неви. В Свети Влас достойный выбор жилья. Цены на жилье стартуют от 19 евро в сутки за двухместный номер при снятии на неделю в сезон. В Свети Влас продукты можно купить в супермаркетах Меркурий и Диамант, но цены будут выше, чем в Варне. Мы зашли в магазин Меркурий, я тут вижу такую продукцию, которую в Варне я ни разу не видела. Посмотрите, молочные напитки. Milky Way, Twix, Snickers, Mars, Bounty, Skittles, M&M's. Солнечный берег. Самый большой курорт Болгарии. Он расположен на берегу залива в виде полукруга. Пляж курорта Солнечный берег вытянулся почти на 8 километров. Он действительно оправдывает свое название. С мая по октябрь здесь в среднем около 1700 солнечных часов. Пологий вход в море, что подходит детям. Все три пляжа Север, Центральный и Юг получили и в этом году престижное международное отличие экологии «Синий флаг». Как заявляют власти, в этом сезоне между зонтиками будет не менее 4,5 метра. Поблизости есть два больших аквапарка и один мини-аквапарк. Один лунопарк в самом центре. Весь спектр водных аттракционов. На Солнечном берегу большой выбор жилья. Цены на жилье стартуют от 19 евро в сутки за двухместный номер при снятии на неделю в сезон. На Солнечном берегу продукты можно купить в маленьких магазинчиках и в супермаркетах Жанет и Лидл. Несебр. Несебр – один из самых древних городов Черноморского побережья. Он был основан более 5000 лет назад. Город Несебр состоит из двух частей – старого и нового города. История старого города и его памятники охватывают римскую и византийскую эпохи. И до сих пор можно увидеть остатки старых городских стен. Я рекомендую посетить курорт Несебр в первую очередь любителям истории, экскурсий, музеев и старины. В старой части города есть маленький пляж. Как ни странно, но цены оказались невысокие как на жилье, так и на заведениях общепита. Это относится к новой части города, та, которая на материке. Один из пляжей Несебра, Несебр-Юг, отмечен голубым флагом. Цены на жилье стартуют от 16 евро в сутки за двухместный номер при снятии на неделю в сезон. Поморье. Старая часть Поморья располагается на полуострове, соединяющемся с материком перешейком, как и старинный Несебр или Созополь.
Пляж Поморье Восток отмечен голубым флагом. Честно, на нас Поморье не произвело никакого особого впечатления. Вроде и море есть, и город. Расположен на полуострове, но нет своей изюминки. Хотя из плюсов можно выделить присутствие на выезде из города сетевых магазинов Билла и Лиду. Так что продукты можно покупать по обычным ценам без курортных наценок. Цены на жилье стартуют от 18 евро в сутки за двухместный номер при снятии на неделю в сезон. Бургас. Бургас довольно привлекательный и недорогой курорт. Здесь расположен крупный морской порт, международный аэропорт, железнодорожный и автобусные вокзалы. Песок на пляжах Бургаса с сероватым оттенком. Впечатление, как на пляже вулканического острова. В Бургасе есть красивые чистые пляжи, большой приморский парк около 7 километров с песчаными фигурами, оперный театр и несколько музеев. Все это привлекает каждый год в город многих туристов. Но есть один минус – это нефтеперерабатывающий завод «Лукойл». В Бургасе очень большой выбор жилья, почти как в Варне, от дешевых хостелов до роскошных вилл. Цены на жилье стартуют от 17 евро в сутки за двухместный номер при снятии на неделю в сезон. Помимо букинга и подобных платформ, жилье можно искать и на сервисе Airbnb в Бургасе. Как и в Варне, цены на продукты будут минимальными, если их покупать в обычных сетевых магазинах. Созополь. Созополь был основан в 7 веке до нашей эры греками-мореплавателями. Город похож на Несебр. Есть старинные крепостные стены, брусчатка, большая пристань для яхт и маленьких лодок. Но есть и отличия. Это большие перепады высот. Город стоит на холмах. Людям, которые находятся в слабой физической форме, придется попотеть, передвигаясь вверх-вниз. Пляжи с очень мелким и приятным на ощупь песком подходят для маленьких детей. Два пляжа Созополя, Созополь Центральный, Созополь Харманиты, получили название «Голубой флаг». Иногда цены в курортном Созополе удивляют своей дешевизной, как в этом случае. В Созополе можно выбрать жилье с большим диапазоном цен. Цены на жилье стартуют от 18 евро за сутки за двухместный номер при снятии на неделю в сезон. Помимо букинга и подобных платформ, жилье можно искать и на сервисе Airbnb. В Созополе цены на продукты будут минимальными, если их покупать в обычных сетевых магазинах, например, Lidl. Аргументом против поездки на отдых в Болгарии сейчас служит необходимая сдача ПЦР-теста или наличие международного признанного паспорта вакцинации, а это дополнительные расходы. Также будет нужна виза для жителей тех стран, для которых необходима виза в Болгарию. Самый дорогой курорт Болгарии – это Албена. Самый доступный – это Варна. В целом, каждый курорт заслуживает того, чтобы его посетили, у каждого есть свои особенности. Финансы. Официальная валюта Болгарии – лев. Рекомендуем использовать для оплаты обычные банковские карты в валюте своей страны. Как правило, если у вас
нормальный банк, то курсы пересчета лева на вашу валюту будут очень хорошие. Не забудьте включить оплату в валюте страны пребывания. Не соглашайтесь на транзитные валюты, такие как доллар или евро. Еще до поездки включите в своем банке оплату карты за границей во избежание блокировки карты. Мы рекомендуем для безопасности и меньших потерь при конвертации до 90% денег вести с собой на карте. В Болгарии практически все нормальные магазины и заведения общепита принимают карты. Если у вас отказывается принимать карту, значит там что-то не то. Лучше не использовать его услуги. На карманные расходы такси рекомендую взять с собой евро, которые легко можно поменять на левы в Болгарии. Курс обмена евро на лев жестко привязан и не меняется уже более 20 лет. Потерь при конвертации минимум. Рекомендую менять деньги в банках или в обменных пунктах, в торговых центрах, но ни в коем случае на рынках. Там будет гарантированный подвох. Такси и транспорт. Не пользуйтесь услугами такси, которые вы случайно найдете на улице, иначе цена за проезд окажется в 2-3 раза больше, чем она стоит на самом деле. В Болгарии сравнительно низкие цены на такси, и многие пользуются незнанием этого. Поездка считается по таксометру, после поездки водитель обязан выдать кассовый чек. Кстати, так и происходит. Чтобы водитель не возил вас кругами, покажите ему, что вы отслеживаете поездку по телефону по карте. Например, средняя поездка по городу Варна стоит около 2 евро. На дальние расстояния больше, но все в рамках тарифов. Если вы едете в такси от компании, вызывайте такси только по телефону или заказывайте на сайте. Вызов по телефону прост. Даже без знания болгарского языка скрипт вызова такси по телефону в Болгарии такой. Вначале говорите «Здравейте», потом медленно и четко говорите адрес, где вы находитесь. Затем говорите адрес, куда вам надо. И вам отвечает оператор типа «Ждите 5 минут, номер такси такой-то». Все, заказ принят. Часто в курортных городах попадаются операторы, которые знают русский язык. В Болгарии есть Uber такси, но мы ни разу не пользовались. Цена автобуса по городу 50 евроцентов. Цена за город в зависимости от расстояния, например, билет по маршруту Варна-Золотые Пески стоит 1,5 евро. Рекомендуем оплачивать проезд. Не пробуйте проехать зайцем. Часто происходят проверки и придется заплатить штраф. Оплатить и получить билет можно на остановках при помощи терминала, при помощи банковской карты или наличных, или в терминалах в автобусах. Мобильная связь. Рекомендую в Болгарии по приезду купить сим-карту. Это легко можно сделать в салонах мобильной связи. Возможно, у вас попросят показать паспорт. Сейчас лучшие условия предлагает оператор А1 и еще есть Viva.com. А Telenor сейчас рекомендовать уже не можем. Они прекратили продажу предоплаченных стартовых пакетов, кроме интернета. Цены 2021 года такие. Если нужен только интернет, при пополнении от 6 лев предплаченной карты, предплатная карта, срок действия удлиняется на 396 дня. Так что купленную сим-карту можно будет использовать и в следующем году. В Болгарию на своем авто. Если вы решили ехать в Болгарию на своем авто, рекомендуем купить виньетки для проезда по дорогам Румынии и Болгарии. Еще дома, по интернету. Это сэкономит вам время. Бывает, что на границах не работают пункты продажи. Также их продают на АЗС. Проверьте комплектность вашей аптечки, срок годности огнетушителя, светоотражающих жилетов должно быть не менее количества пассажиров в вашем авто. Нужно приобрести так называемую зеленую карту для авто с покрытием всех стран вашего маршрута. Правила рекомендуем не нарушать, так как полиция мониторит трафик, стоят камеры наблюдения. Если же вы сильно спешите, как вариант, хотя и не гарантирующий на 100% защиты от штрафа, пристроиться к местной машине и следовать за ней. Стоимость бензина и дистоплива в Болгарии сейчас около 1 евро за литр. Когда паркуетесь, внимательно посмотрите, где оставляете машину. Посмотрите на знаки и на разметку. В синих зонах оплату можно осуществить с помощью платных СМС. На знаках указан номер и текст сообщения. Но лучше рекомендуем использовать платные парковки, чтобы избежать возможных проблем с эвакуатором. Штрафы от 25 до 75 евро. Или даже с угоном машины. Такое тоже случается. Добраться до Болгарии можно на самолете, автобусе и поезде. Для едущих с Украины в этом году ждет хорошая новость. Открыта долгожданная паромная переправа Орловка-Исакча, которая соединяет Украину и Румынию. Она сокращает путь на 45 километров, а главное,
на 2 погранперехода Молдовы. Также вам не придется платить за проезд по мосту через Дунай. Переправа стоит 15 евро за авто плюс 1 евро за каждого пассажира. В Болгарии хорошо развит рынок ренты автомобилей. Он с большой конкуренцией и довольно низкими ценами, поэтому вы можете легко взять авто на прокат. Имейте в виду, что многие компании берут дополнительную комиссию, если водитель моложе 30 лет или старше 65 лет. Цены на аренду авто производителя 2020 года будут от 17 евро в сутки при найме от 5 дней. В описании под этим видео есть ссылка на компанию по прокату авто. В Болгарии принято оставлять чаевые в заведениях общепита, давать или нет, и если да, то сколько, решать только вам. Например, мы обычно округляем сумму к оплате в большую сторону и таким образом расплачиваемся. Интересно, а какой курорт выбрали вы и почему? Напишите в комментариях. Я надеюсь, что эта информация была полезна и поможет вам принять правильное решение. Я ожидаю, что вы оцените мое видео и желаю всем успехов.